Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс. Что скоро произойдет? Что неожиданно изменится в июле? С чем будут связаны эти события? Какой поворот судьбы ожидает вас, ваш знак зодиака? И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. И наш прогноз будет состоять из двух основных частей. Первая на картах цыганского старинного пасьянса. Мы с вами узнаем событийный ряд. Что же вот именно с позиции, где-то как Уран, наверное, в Близнецах, да? С позиции неожиданностей. Или то, что как ворваться в нашу жизнь может. Какие-то вопросы нам придется решать. Вот в связи с чем. И второе направление мы уделим личной жизни. Спасибо за ваши комментарии, спасибо за ваше участие в опросе. Во вкладке сообщества я опубликовала. И я сделала вывод, что действительно по личной жизни для многих это важная тема, но оно и не удивительно. Поэтому мы несколько поподробнее рассмотрим вопросы личной жизни и любви. Рассмотрим не по одной карте, а 3 позиции для тех, кто один или одна, для тех, кто в паре, и для тех, кто в сложных отношениях. И я думаю, подсказок будет больше. Итак, что же скоро случится или произойдет? Давайте узнаем, что подскажут карты пасьянса. С чем может быть это связано? Так, как-то у меня перекосилось. И пока не вижу совпадений. У кого-то новое знакомство или какие-то контакты с человеком, лицо, да, выпадает. И, может быть, поэтому и называется цыганский пасьянс. Прорисована цыганка, но, по сути дела, имеется в виду и значение прописано именно лицо. Это та персона, которую мы еще недостаточно хорошо знаем. Это может быть кто угодно. Да, это как и новое знакомство. Это может быть банально какой-то чиновник или официальное лицо. Но карта так немножко нас останавливает. Рано делать выводы. Позволь ситуации развернуться или развиться до той степени, когда для тебя будет больше понимания или какой-то определенности. То есть не все так ясно и понятно с первых шагов или с первых минут. Давайте посмотрим, может быть, нам несколько поподробнее пасьянс раскроет, с чем это связано. Какая такая история может быть. Хотя у кого-то это личная жизнь именно. Есть какие-то контакты, и, может быть, даже для вас очень приятные, но вы пока еще не знаете, недавно состоялась, да, встреча или знакомство, рано делать выводы. Но, тем не менее, есть какая-то победа, мои дорогие овны. Может быть, у кого-то это вообще касается даже судов, вот кто знает. Хотя ни одна карта нам об этом не говорит, но, может быть, создался какой-то спор, конфронтация, там вы не договорились. Но договориться у вас есть возможность, это факт. А у кого-то с вашим знакомым или знакомой, карта семейного счастья, точнее значение подкова, семейное счастье в этом пасьянсе. Поэтому вопросы любви. И опять же, может быть, это и третье какое-то лицо, или какие-то советчики, или, мои дорогие овны, просто каждое значение, оно само по себе. Возможно, это человек, от которого вы получите какую-то новость. Но так или иначе, посмотрите, какие добрые энергии, которые наполнены как и эмпатией, победой, гармонией, возможностью что-то осуществить. Но не все так однозначно, опять же. Поэтому увидеть какие-то новые варианты для вас будет, я бы сказала, важным. Все же на кону победы и подкова. Раньше подкова как удача. Но, может быть, в вопросах личной жизни вы сумеете что-то прояснить. Иногда личная жизнь – это место нашего пребывания. И для кого-то это может просто совпадать банально, где вы находитесь или где вы собираетесь находиться. В нашем пасьянсе мы можем сложить
крайние ряды по горизонтали и по вертикали. И я смотрю, что у вас еще совпало. А ведь правда, у кого-то может быть новое знакомство, у вас совпадает код, это флирт, хорошее настроение, мои дорогие. Поэтому жизненных сил будет достаточно, активности, как будто даже хочется чем-то заниматься. Более того, видимо, и без важных согласований каких-то чиновников или разговоры с руководством, может быть, вы сами руководитель, это может быть как корона, символ власти. Это многое и в ваших руках, мои дорогие овны, но и контакты с более вышестоящими организациями, лицами или в целом лицами, которые наделены властью. Может быть, это даже, я допускаю, если это вопросы, которые касаются банков, например, да, ну, значит, есть какой-то интерес, и так или иначе у вас есть возможность. Вот самое главное, наверное, вот этого важно не упустить. А еще, смотрите, волшебное такое значение, у вас ангел совпадает. Это как высшие силы за вас, это как возможность действительно для себя что-то согласовать, обустроить, договориться. Может быть, и важный документ какой-то подписать, и о торопливости не говорит ни одна карта. И, кстати, вы можете по какому-то вопросу сомневаться. Совпадают еще мечи. Мечи – это тревога, это не есть что-то конкретное. Это наше состояние души, когда мы где-то и в себе можем сомневаться. Или в решении какого-то дела, вопроса, получится, не получится. Да, вот у нас такие сомнения у каждого, наверное, бывают. И с одной стороны это и неплохо, потому что мы рассматриваем альтернативные варианты. Но для вас, мои дорогие, чудесное время, посмотрите. Колчан со стрелами – это полное исполнение желаний. Ну, насколько полное, не мне судить, конечно, будем реалистами, всегда об этом говорю. Но, тем не менее, добрая энергия. И планетарные транзиты, ведь они тоже для вас хотят сложить, словно какую-то красивую историю, красивую палитру развития той или иной ситуации, взаимоотношений. Пусть даже у кого-то это по работе. Вы ресурсный, хочется так подвести все к итогу, мои дорогие овны, поэтому время июля. Время, может быть, и аккуратных действий, потому что есть то, что вы еще пока не знаете. Или какие-то люди, которых вы тоже не знаете. Ну, значит, действовать нужно, придется. Но делать это не рывкообразно. Это не есть какой-то марш или марш-бросок, да, или какой-то штурм. Нет, тут время более продуманных энергий. Таких мудрых. Ну, может быть, и хитрых. Я такое тоже допускаю. Не все в нашей жизни однозначно. Главное, самому себе не навредить, а словно звезды и ангелы вам уже помогают. Ладно, давайте узнаем. Личная жизнь. Конечно, личная жизнь не только про любовь. И я не знаю, что нам покажут карты. Это еще и ваши достижения. И кто-то может углубиться именно в какие-то свои дела, вопросы. Ну, давайте узнаем 3 позиции. И первая позиция для тех, кто в паре. Для тех, кто один или одна. И третья позиция для тех, кто в сложных отношениях. Давайте будем узнавать. Для тех, кто в паре. Вопросы детей могут быть. Паж Пентаклей. Или каких-то новых начинаний. Может быть, это задумка вашей семьи, вашей пары. Вы задумаете... Например, у кого-то это может быть связано с переездом, а у кого-то даже с семейным бизнесом. Или это вы планируете, а давай-ка мы с тобой, ну как будто я допускаю такой разговор, а давай-ка мы с тобой вот какое-то дело вот так вместе создадим. Давай подумаем, как можно, может быть, альтернативным образом зарабатывать деньги. Или если мы с тобой вдвоем, 2 ресурсных человека, как мы можем соединить наши усилия, нашу силу, наши знания, чтобы получился какой-то шикарный тандем, который тоже приводит, ну, к некоторым решениям по части материальных вопросов, так или иначе, подытожим. Потому что по пажу мы еще сами что-то изучаем. Мы делаем первые шаги. Или мы в чем-то себя чувствуем, ну, как новичок. Мы еще не обладаем достаточным опытом и знаниями. И нам это тоже нужно где-то изучить. У кого-то это может совпадать. Изучить законы. Кто-то начнет изучать парой языки иностранные. Если, к примеру, вы допускаете, что вы хотите путешествовать или вы хотите даже переехать куда-то. Вот есть то, что в вашей паре вас
объединяет, самое главное. Однако эта карта еще и будет говорить о том, что это как новый жизненный этап. И пусть это пентаклевая карта, но тем не менее, если мы о новом этапе, у кого-то даже сложившихся и уже долгое время отношениях, может как, ну, как новый приток вдохновения, как будто вы друг друга узнаете заново. Вот что-то такое волшебное может быть. Или когда вы боитесь обидеть друг друга, потому что допускаете, что у вашего партнера вы тут особо чувствительны. Ведь Паж Пентаклей, он особо чувствителен. Он не хочет ошибиться, поэтому он никуда и не торопится. Вот эта энергетика, она может вам передаваться, когда вы именно понимаете, что ну да, вроде бы я знаю человека, но, как выяснилось, не все я знаю, например. И тут в хорошем смысле, что человек имеет какой-то свой склад ума, а раньше вы этого не замечали. Или он как-то мыслит очень интересно. Может быть, в данный период времени он видит какие-то возможности, а вы их и там не видите, например, да, или для вас это, ну, как-то обыденно. Ну, вот есть какой-то элемент новизны, который вас объединяет. Ну, а у кого-то это может быть связано с детьми. Здесь все идет своим чередом, но новый жизненный этап, может быть, и на новом месте вы уже переехали и будете адаптироваться. Но это карта, когда, опять же, как с первых шагов, как мы когда-то познакомились. Вот такой тоже может быть посыл от карты, когда мы друг друга как раскрываем заново. Хорошо, давайте мы узнаем для тех, кто один или одна. Казалось бы, шикарная карта. Карта Солнца, правда? И карта Солнца – это выбор правильного направления. Поэтому для кого-то из вас, мои дорогие овны, ну, прямо скажем, тут может быть такая история, когда вы с кем-то и познакомились, и вас человек вдохновил, причем так, как затмил весь мир. Допускаю такое, и вы можете планировать уже, ну, что-то на более долгий срок. Может быть, карты пасьянса и говорят, ты пока не беги, Овен, впереди паровоза. Здесь, конечно, это как вдохновение, или когда... Самоуверенность, безусловно, по этой карте тоже идет. Солнце – это прообраз нашего эго, нравится нам или нет. И мы можем где-то упереться в свое видение, именно упереться, и словно каких-то моментов таких побочных не замечать. А тут все же предыдущий наш расклад в пасьянсе говорил как раз о том, что не беги, подожди. Оцени как-то со всех с позиций, сторон, что-то продумай, не выноси пока вердикты. А вот я могу предположить, кто-то, допустим, познакомился недавно совсем с человеком, а прежний период он был одиночества, может быть, причем такого затяжного или каких-то переживаний. И здесь, понятно, с новым человеком мы воодушевлены. Но это чтобы не затмило нам какой-то общей картины мира. Будьте реалистами, мои дорогие. Для кого-то из вас, те, кто один или одна, по аркану Солнца вы выбираете направление по вашему бизнесу, по работе, по карьере. Это ваши достижения в первую очередь. Солнце символизирует чистолюбивые планы, и вы можете с головой уйти в какое-то свое развитие, развитие личного дела, творчество. Или какая-то тема вас тоже может, знаете, как вихрем закрутить, и вы на какой-то момент вообще перестанете думать о личной жизни. По аркану Солнца такое тоже возможно. И я должна сказать, что вот не все так однозначно, да, прекрасная ведь карта. Это карта выбора правильного направления, повторюсь. Поэтому переложите на свою жизнь. Здесь явно нужно быть гибче, потому что по этой карте мы тоже можем настаивать на чем-то. Вот я вижу так, и вот я хочу вот так. Вот такие энергии будут вас превалировать, и значит, все ведь в паре зависит, или если мы хотим встретить человека, продолжить отношения, ну, как ни крути, это где-то приходится нам адаптироваться к своему партнеру, быть более гибче, опять же, потому что встречаются два разных человека. И если каждый настаивает на своем, ну, тогда ничего не получается, как правило, правда? Заканчивается какой-то конфронтацией. Вот поэтому шикарная карта с возможностями. И где-то на кону исполнения желания, какие-то добрые перемены, мои дорогие овны. Но они требуют, повторюсь, не штурма, не реванша, а
большей осмысленности. Может быть, и критического мышления, я это тоже не исключаю, но не все так однозначно. Что-то есть, что вы можете не увидеть. И не увидеть именно собственных позиций. Вам тут никто не мешает, мои дорогие овны. Но иногда по аркану Солнца, по этой прекрасной карте, именно собственное эго. Ну, чего греха таить. Оно нам, правда, мешает увидеть какую-то реальность. Поэтому будьте внимательны. Возможности есть и будут. Сами по себе энергия. Если вы хотите познакомиться, значит, вы сможете познакомиться. Но пока не выносите вердиктов, опять же. Карта или значение лицо нам говорит о том, что еще рано делать выводы. Будьте гибче, общаясь с людьми, и узнавайте их. Позвольте себе искусство любопытства, мои дорогие. Вот этот период, время, когда Уран войдет в знак зодиака Близнецы, это мы можем ощущать как перепутье, развилка между нашими амбициями и свободой. И вот как раз у вас в этой позиции выпадает аркан Солнца. Для тех, кто в сложных отношениях, король Пентаклей. Вы знаете, это вы можете тоже отчасти, мои дорогие овны, ну, условно, поставить перед собой какие-то задачи. Хотя король Пентаклей – это карта надежного человека. Так вот, вы можете поставить какие-то задачи и сказать себе так безапелляционно, или будет так, или никак. Здесь может быть камень преткновения, также еще и в том, что партнер несговорчив. Может быть, вы не можете согласиться с мнением своего партнера. Часто по этой карте идут наши близкие. Вот действительно, супруг, супруга. Неважно, что у нас идет король. Мы не рассматриваем по полу карту. Потому что королева Пентаклей, там другая совершенно энергетика. А вот король Пентаклей, он менее сговорчив. Это консерватор. Это тот консерватизм, который, ну, практически с вдохновением. Тут очень все сложно, мои дорогие. И вы можете чувствовать, что на вас кто-то давит авторитетом. И вам это не нравится, особенно овнам, я представляю. И в то же время это люди надежные. Это люди те, которые, ну, на них мы можем рассчитывать в тяжелую минуту. Но это люди-собственники. И у кого-то сложные отношения могут проиграться, потому что ревность. Может быть, это и ваше чувство собственничества, мои дорогие, ну почему нет? Но это то же самое может быть и партнера. С одной стороны, карта будет говорить тут двоим. Мы говорим или спросили, сложные отношения. Тут и одному, и второму не хочется отказываться от партнерства. И от своих взглядов тоже. Может быть, со стороны двух людей есть и ревность. Есть то, что самое главное. Есть, что нужно сохранять, я бы сказала. И все же договориться, видимо, приходится. Если мы берем просто энергетику по этой карте, то, вы знаете, это очень добрая энергия для того, чтобы помириться. Потому что вас связывает, соединяет очень многое. Может быть, у кого-то и вопросы денег вам придется как-то прояснять. И этого я тоже не исключаю. Давайте тенденции. Всегда, когда сложные отношения, вот так однозначно по одной карте попробуй определи. Но в целом, да, энергия добрая. Давайте, чего это касается, или ну какие-то подсказки карт. Начни с нуля, вот буквально. И тоже неоднозначно старший аркан. Либо если мы примиряемся, возможности есть, мы сказали, тогда мы не вспоминаем друг другу, что там было прежде. То есть разговоры типа «а помнишь, как ты сказал?» или «а помнишь, как ты поступила?» Вот это нет, вот это тут явно не будет способствовать. Представьте тогда, что вы как с чистого листа. Но я могу тогда сказать, что для кого-то проиграется, если оба партнера готовы. Да, вот тут ведь взаимообмен самое главное. Если одна сторона хочет, а вторая нет, ну куда ты тут? Далеко не уйдешь, нет. Но когда оба готовы, то тогда вы сумеете найти общий язык. И тогда мы не вспоминаем былое, и как с чистого листа все начинаем. Но и нужно быть внимательным. Здесь нужно беречь какие-то отношения, я бы сказала. Ни одна карта не говорит, что мы что-то рвем. А для тех, кто в сложных отношениях, я бы сказала, мои дорогие овны, в режиме ожидания.
Но, может быть, это ожидание все-таки нужно завершать. Я тут вижу, да, если партнер, допустим, прошли уже или годы даже, да, или месяцы прошли, а вы все-таки вы ждете, и вы все думаете, что, ну, а вдруг что-то изменится. Да, тут есть элемент «вдруг», но я бы сказала, это скорее будет новое знакомство. Я не могу, конечно, выносить вердикты, но, по крайней мере, если у вас какая-то тягостная история, которая тянется энное количество времени, она вас уже тяготит. Тут нужно конкретно определиться, это будет продолжено или нет. Тут себе надо сказать правду, понимаете? Или прекратить какое-то ожидание, и тогда новая встреча у вас уже буквально на пороге. Или тогда, и вот как новым путем пойти, или тогда узнать эту правду. И если мы видим, что, ну да, как бы дверь в прошлое уже закрылась, но все равно заканчивается ожидание или заканчивается какая-то история, или если есть возможность, по крайней мере, примириться, вы будете чувствовать наверняка, насколько вторая половинка готова к диалогу. Тут ведь самое главное – диалог. С чем это еще может быть связано? Но все же я повторюсь, что тут, да, у вас даже в сложных отношениях либо это новая история любви, либо все-таки, как с чистого листа, могут быть продолжены. Это я так вижу для большинства, мои дорогие. Да, тут вот по новым знакомствам, знакомым, по каким-то контактам, может быть, даже интернет. Тут вообще будьте аккуратны. Интернет – интересное место, но это опасное место. Но вот эти вот карты нам говорят, посмотрите, о каком-то восхитительном союзе, который, ну, может быть, даже проходит какой-то период адаптации, как мы притираемся характерами. Но двойка кубков говорит о любви. По крайней мере, в июле месяце помириться, если есть отклик у нашего партнера. Что бы мы там ни наговорили друг другу, может быть, сделайте первый шаг. Ведь эта карта – хаос по сути перед началом творения. Ну, наверное, перед тем, как вы вдвоем шагнете в будущее, некоторая работа над ошибками или откровенные разговоры карты предусматривают. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Я вас благодарю за активное участие в жизни канала, за ваши добрые комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.